Привет, с вами Лена Вик, и сегодня я подготовила для вас супер увлекательную историю о том, как я увеличивала свои губки. Из этого видео вы узнаете, с чего вдруг я решила это сделать, как я выбирала доктора, о важных нюансах этой процедуры. И, кстати, я сняла для вас видео процесс, как мне кололи губы. Для тех, кто торопится, я подготовила содержание этого видео, оно находится в описании. Вы можете кликать на время и таким образом переходить к определенному отрезку, который вы хотите посмотреть. Но, конечно, лучше смотреть видео полностью. Сядьте на диванчик, возьмите чаечек и наслаждайтесь. Здесь много полезной информации. А сейчас, мои друзья, будет флешбэк в 14 июня 2020 года. Привет, друзья! Всем чудесного дня! У меня появилась возможность сделать себе губы, и, конечно же, я ей воспользовалась. И прямо сейчас я иду в клинику к своему доктору. А с чего вдруг я решила это сделать? Дело в том, что я работаю в бьюти-сфере, в сфере красоты, и вокруг меня постоянно ходят пухлогубые красотки. Конечно же, со временем я тоже начала интересоваться этой темой, так как постоянно эта тема на слуху, про губы, кто где сделал, что почем и другие детали. И вдруг у меня появилась возможность, определенная сумма денег, которую я решила вложить в себя, потому что я себе всегда во всем отказываю, но перед свадьбой я решила, что нет, все-таки это должно быть что-то для меня. Честно говоря, мне не нравится моя верхняя губа, потому что она очень тонкая, что уж скрывать. Вот смотрите, в спокойном состоянии. А теперь о том, как я выбирала доктора. Конечно же, через Инстаграм. Я отслеживала докторов в Екатеринбурге, прям водила губы, да, ну вы знаете, как делать поиск. В общем, отслеживала моделей, смотрела, как у них там дела, спустя месяц, спустя 2 месяца, как выглядят их губы. У меня очень много знакомых, которые уже переделали эту процедуру по несколько раз, поэтому мне было легко. Я спрашивала их совета, а именно Каролина мне очень помогала, потому что я, как человек со стороны, да, я могу не увидеть форму, я сбрасывала ей работы 3 мастеров, которых я выбрала в итоге, и она уже помогла мне определиться, так как она видела там вид сбоку, где что выпирает, где я недоделана, где переделана. В общем, тогда у меня осталось 2 кандидата, и решающим моментом было то, что моя коллега Лена Тильман, она недавно делала губы у классного доктора, и она сказала, что он еще и психиатр по совместительству, что меня тоже успокоило, потому что это первая процедура, до этого я ничего не делала. И, конечно, я переживала, поэтому я решила пойти к высококвалифицированному, проверенному специалисту. А, кстати, мне еще одна моя опытная подруга посоветовала такую схему сделать. То есть вначале, когда у меня губки маленькие, можно пойти к какому-нибудь невысококвалифицированному специалисту и сделать препарат подешевле, потому как первый миллилитр рассосется на увлажнение губ. А уже второй раз пойти к классному доктору, который настроит форму и сделает все как надо. В общем, поработать над ошибками. Но я и так переживала, я боялась этой процедуры, и поэтому я решила, что я лучше уж переплачу и сразу пойду и сделаю как надо у классного профессионала. Поэтому я выбрала доктора Степана, и сейчас вы видите его страничку у себя на экране. Мне очень понравились его работы, обратите внимание на форму губ, они пухленькие, сочные, но даже тогда я не понимала различия в формах, я просто смотрела, да, красивые картинки, да, есть отзывы хорошие от моих знакомых, от моих близких людей, и поэтому я спокойно доверилась и решила пойти к нему. Перед процедурой у нас была консультация, где мы познакомились, он рассказал о себе, рассказал о своем опыте, и, конечно же, он спросил, какой эффект я хочу, чего я хочу добиться в результате. Я сказала, что я хочу естественные губы, мне не нужно, чтобы было заметно, что я что-то с ними делала. У меня просто была тоненькая верхняя губа, я хотела ее сделать попышнее, то есть максимально натуральный эффект. А насчет препарата я спрашивала у своих знакомых, подруг, и большинство из них делали Юведерм 3, поэтому я тоже решила сделать его, так как у него очень долгий эффект, ну и он хороший, вот и все. Можете сами поискать отзывы в интернете, и да, вы узнаете. Также он уточнил о противопоказаниях, и если мне 18 лет, все такое.
Сначала Степан сделал мне анестезию на губы, этого нет на видео. Нужно было подождать минут 15-20, пока крем впитается, и я перестану чувствовать свои губки. Затем уже он мне показал упаковку моего препарата UVDEP3, показал срок годности, что она не открыта, совершенно новая упаковка. Оказалось, у меня сложный случай, потому что верхняя губка была реально очень тоненькая и сухая, поэтому он работал аккуратно. Хоть у меня и была анестезия, но я все равно чувствовала, как иголка проникает сквозь кожу. И это такое немного мерзкое ощущение, но я понимала, что нужно терпеть, потому что я хочу просто идеальный результат. Я буду терпеть, чего бы мне это ни стоило. Но вы не переживайте, чувствительность у всех разная. Мне рассказывали, что кто-то даже не чувствовал, просто лежали спокойно и все. А у меня даже текли слезки. Уколы делаются по радиусу губ равномерно. Если у вас есть какая-то асимметрия, то ваш доктор может ее исправить. После того, как он закончил делать первую губу, он попросил меня встать и распределил препарат пальцами по губам, то есть сделал легкий массаж, чтобы препарат не оставался комочками, а равномерно распределялся по губкам. А я все лежала и мечтала увидеть поскорее зеркало, потому что мне даже не верилось, что у меня могут быть другие пухленькие, красивенькие губки. Ну что, вы готовы увидеть результат? Друзья, я только что после процедуры, посмотрите на мои губки. Это, конечно, с отеком, но скоро отек пройдет. Мне очень нравится форма. Чувствую легкое покалывание, так все прекрасно. После процедуры он дал мне рекомендации, которые вы можете видеть сейчас на дисплее. Почитайте внимательно, может быть, ваш доктор даст вам свои рекомендации, обязательно их соблюдайте. Конечно, первым делом я иду в салон, чтобы показать результат моим девочкам и посмотреть на их реакцию. Ой, мой сладкий, вкусный. Вообще круто. Круто. Они прям, знаешь, как сосисочки такие. Да, развлекаются. Прикольно. Мне очень нравится форма, то, что тут там. Да, он тебе поднял тоже. Блин, прикольно. Круто вообще. Я уже участвовала в этом фильме. Не, я хочу стоять. Я не могу сидеть. Все? Да. 3, 2, 1. Вообще секс, да? Такая... Что, это хорошо или плохо? Ай, да. Чего? Снимай смешное видео, подожди. Расслабься. Нет, не сильно. Да, не сильно. Тебе, например, я люблю, когда он поднимать, я тоже. Да. Ну все, хорошо, нижняя вообще огонь. Ну верхнюю такой меньше. Нет, хорошо. Сейчас синячок спадет вот такой. Такая милая стала. Такая соска. Не знаю, как сказать, парк. Здесь была детская площадка, здесь было очень много людей, детей, животных, а сейчас мы вдвоем с Леной, больше никого. Ладно, на самом деле я хотела тебе что-то показать. Ну, Ты готова? ты сделала татуировку? Да. Серьезно? Под носом. Ты накачала губы? Да. Нифига. Ну, вот верхнюю, да, губу ты накачала? Прикольно. Я уже дома, и вот как выглядят мои губы спустя 3 часа. Конечно, здесь и отек, и синяки. Мне нравится, как серединка прикольная. Вот вид сбоку. Ой, Андрей, тебе что, совсем не понравилось? Что? Тебе что, совсем не понравилось? Вот пусть отек сначала спадет, и не показывай ей жизнь. Потом посмотрим, да?
У меня есть очень много знакомых, которые делали губы, и они говорят, что в первые 2 дня было просто супер, а потом они сдуваются, и ты уже отвыкаешь от этого. Потом хочется еще добавить. Я думаю, со мной такого не будет. Потому что мне нравятся естественные, и вот эти для меня сейчас перебор. Так что я жду, пока спадет отек. Доброе утро, сегодня уже 2-й день. Я сейчас позавтракала. И вот как выглядят мои губы на 2-й день. Собираюсь нанести увлажняющий крем. Я пользуюсь пантенолом, он и увлажняет, и ускоряет заживление. Обязательно руки должны быть чистые. Наношу немножко на мизинец и затем на губы. Это нужно для того, чтобы губы не трескались. Так как резко увеличился объем, нужно поддерживать влагу на губах. И так несколько раз в течение дня. Никаких болевых ощущений я не испытываю, проснулась, как будто ничего не было. Но когда я начала смыкать губы, да, чувствуется, что что-то с ними не то. Да? Кстати, был такой момент, когда я зевнула, было очень неприятно. Напряжение в губах. Так, в принципе, нормально. Хочу, чтобы еще спала так. Жду завтра. Прекрасное доброе утро 3-го дня. Сейчас покажу, как я буду увлажнять свои губки. Для начала я их дезинфицирую при помощи хлоргексидина, обязательно на водной основе, потому что спиртовая основа будет вам сушить губки и будет неприятно. Обмакнула ваточку и провела по губам таким образом. Удалила всю пыль, которая скопилась за ночь. И, конечно, обязательно это увлажнение. Я также пантенолом увлажняю, можно гигиенической помадой, в принципе, любым средством для увлажнения. Я подумала, что лучше уж купить из аптечки, чтобы не было ничего лишнего. Так как до у меня были губки очень маленькие, я их увлажняю практически через каждые 2 часа. Привет, друзья! Сегодня 3-й день. Сегодня я впервые накрасилась. Подкрасила губы карандашом. Если издалека смотреть, то синяков незаметно. А вблизи, конечно, можно разглядеть. Уже чувствую, как свои. Я очень довольна. Чувствую себя совершенно по-другому. Благодарю вас за просмотр этого видео, надеюсь, что оно было полезным. Я постаралась рассказать вам все свои переживания, все вот эти маленькие пункты, чтобы вы понимали, к чему вам готовиться. А еще в этом видео я решила оставить пасхалочку для тех, кто досмотрел до конца. Это тот самый блеск, который был на моих губах. Он очень сияет, и все спрашивают, что за блеск. Так вот, теперь вы знаете его. Стоимость примерно 500-600 рублей. Покупала в Золотом Яблоке. Так что пользуйтесь, мои дорогие, сияйте и будьте самыми неотразимыми. Не забывайте ставить лайк, оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы и увидимся в следующем видео.